Всем доброго времени суток. Так получилось, что одному моему знакомому нужна стала сборка для офиса, а у меня было некое железо в наличии. Вот мы и договорились собрать комп из того, что есть, так как он нужен стал вот очень срочно, а достать железки ввиду пандемии не так уж и легко и быстро. В общем, это не инструкция к применению, а больше информационный выпуск, но это не значит, что нельзя собирать такой ПК, просто оценивайте возможности. Покупал я как-то комплекты с материнкой, процессором, охлаждением и оперативной памятью на 4 гигабайта. Комплектов так 3-4 разных и продавал и делал сборки. В итоге осталось у меня с каждого комплекта по несколько комплектующих, что дало мне возможность собрать этот компьютер. Естественно, всего у меня в наличии не было и пришлось кое-что заказать, и при этом нужно было уложиться в бюджет. Итак, материнская плата от фирмы ASRock, модель B250 Pro 4 в бело-черном исполнении на сокете 1151V1, поддержкой процессоров 6 и 7 поколений. 4 слота под оперативную память и 4 пин питания процессора, а также 2 слота под видеокарту PCI Express X16 3.0 для Crossfire X. Также имеет на себе еще один слот PCI. 3 слота PCI Express X1 и 3 слота M2, из которых 2 для накопителей NVMe и 1 слот SATA для Wi-Fi модуля, что довольно хорошо. Как я понял, питание тут реализовано как 6+4, не знаю, сдвоенный или нет, не очень-то и разбираюсь в этом, но охлаждение на цепях присутствует. Из выходов на задней панели один сдвоенный PS2, 4 USB портов, из которых 3 версии 3.1 и 1 версии 2.0, а также один Type-C, DVI версии D, VGA и HDMI, ну и интернет и аудио. Мне материнка понравилась очень и форм-фактором, и видом, и укомплектованностью, да, в принципе она действительно хороша. Ну а теперь о процессоре, и он тут G3900 от Intel. Понятное дело, на сокете 1151, и он на 2 ядра и 2 потока, что в общем-то ни о чем. Ядро Skylake S, техпроцесс 14 нанометров. Частота камня, совсем забыл про нее, 2,8 ГГц. Графическое ядро HD Graphics 510 на 950 МГц. Кэш первого уровня 128 килобайт, второго пол мегабайта и третьего в 2 мегабайта. ТДП 51 Вт, да в принципе больше быть и не могло. Короче, камень офисный, однозначно. Охлаждать камушек будет кулер Gamma Archer, у которого ТДП 95 Вт, что за глаза хватит. А почему он, спросите вы? А потому что он был в одном из комплектов, все просто. Оперативок 2, и оба так получилось, что оказались одной фирмы и одной модели, HyperX Fury, хотя были куплены в отдельных комплектах. Каждая под 4 гигабайта, и их там 2, и частота у них 2666 МГц, ну в общем-то для этой сборки, думаю, будет достаточно этого объема. За изображение и игры будет отвечать RX 550 от AMD объемом памяти в 2 гигабайта, маленькая, без дополнительного питания, в исполнении фирмы Gigabyte. Итак, по характеристикам, для сведения, частота графического процессора 1183 МГц, частота видеопамяти 7000 МГц. Разрядность шины 128 бит, ТДП карты 50 Вт, требует блок питания на 400 Вт. Поддержка Vulkan имеется и работает с DirectX 12. Из выходов один порт DVI версии D, один HDMI, причем версии 2.0 и один DisplayPort, он версии 1.4. Думаю, все рассказал, остальное покажут тесты. А я перехожу к накопителям, и их тут будет 2 штуки, то есть M2 от KingSpec на 128 ГБ NVMe, кстати, под систему, и жесткий диск на 500 ГБ от Seagate, стандартный под файлы. Вставить систему или M2, если мать позволяет, или SATA SSD, если не позволяет, думаю обязательно уже, так как упор железа всегда идет в жесткий диск. Блок питания, конечно, не фонтан и даже не его брызги, но он новый. Хоть так попробую отмазаться. Фирма у него бустер, и он на 450 Вт. И все, о нем закончим. Корпус, конечно, хорош, по правде говоря. От фирмы Invin, а они знают, как делать корпуса. Этот стильный и строгий, без лишнего. У кого какие корпуса, пишите в комментариях, ну или какие хотели бы. Светящиеся, маленькие, огромные, как мне, например, или строгие, как этот. Вот мой корпус Corsair Obsidian 750D, а он огромный, мне очень нравится, но иногда хочется чего-то современнее.
Например, мне очень понравился корпус от Diagonal ZC07 от китайцев. Пробовал выпросить на обзор или дать скидку, но что-то не соглашается он, а корпус запал мне в душу. Ладно, корпус корпусом, а тесты хотят увидеть все, и поэтому перехожу к ним. По традиции начну с синтетики, и почему-то есть тест процессора, а про карту я забыл, мой косяк. Итак, программа или она утилита Signbadge R15 и тест производительности процессора. Сразу понятно, что ничего ждать не стоит. И все же результат 220 очков. И это мало. Очень мало. Первая игра, а их немного, все так же серьезные проблемы со временем у меня. Just Cause 3. Настройки на средне-высоких, разрешении Full HD. График фреймтайм как после пробежки. И все же играть можно, хоть и проскакивают микрофризы. FPS же от 25 до 38. Если снизить настройки до минимальных, игра будет более плавнее. Тут и карта, и процессор упираются в свои возможности. Процессор чуть меньше получает нагрузки, чем карта, и все же они оба в пике. Ладно, пойдем дальше. Следующая игра CSGO, и у нее разброс бывает каким-то непонятным, и все же настройки на высоких почти все, и разрешение Full HD.
В общем-то все неплохо, число кадров ниже 48 я не наблюдал, в основном же 50-60 кадров, иногда 70-80, без фризов и статоров. Еще один проект, который практически всегда испытываю, потому что я эти компы продаю, а тут эта игра одна из самых популярных. Warface. Настройки графики на высоких, разрешение Full HD. В принципе, система должна с ней справиться без каких-либо особых затруднений. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. И игра прекрасно идет 50-60 кадров, без фризов, при этом карта упирается в 100%, а процессор на 60-80%. Для офисного камня результат нормальный. А теперь World of Tanks со своей прекрасной оптимизацией, и в этот раз я также решил покатать на елке. Настройки на средневысоких, разрешение Full HD и клиент игры SD.
Игра отлично пошла, 80, 90 и 100 с лишним кадров, без фризов и лагов. Карта и процессор нагружаются на 90-100%, в общем, я доволен. Друзья, подписывайтесь в группу в ВК, Инстаграм и Телеграм-каналы группы. Свежие новости и помощь по сборкам и ремонту. Все ссылки есть в описании, там же ссылки на регистрации в кэшбэк-сервисы EPN и Letyshops. Можно реально сэкономить, мой вам совет. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.